Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. И это наша новая рубрика про педикюр. Обязательно поддержите и поставьте пальчик вверх. Ну а мы начинаем. Сегодня у нас вот такой случай. У данной модели видим изменение двух больших ногтей. Уже несколько раз она себе их отдавливала, затем шла к хирургу, который убирал ногти, затем они снова срастали, и поэтому сейчас они выглядят таким образом. Необходимо ногти немного преобразить и сделать коррекционную систему. В педикюре нельзя делать до наращивания ногтей, мы делаем только протезирование, поскольку ногтевая пластина очень сильно видоизменена. Нога долго отсутствовал, поэтому он уже плохо растет, и в таком случае необходимо выполнять рентген. И чтобы изменить немного внешний вид, необходимо сделать протезирование. И, конечно, необходимо подготовить ногтевую пластину. Обработку проводит наш преподаватель, профессиональный подолог Ольга. Несмотря на то, что мы будем работать только с двумя пальцами, необходимо убрать длину на остальных, так как длина пострижена неправильно. Не должно быть острых углов. Стрижем всегда только по прямой, не закругляя. Теперь необходимо посмотреть глубину кармана при помощи кюретки. И все нестабильные участки, отошедшие от ложа, необходимо срезать. Для этого используются кусачки с тонким носиком. Основную толщину будем снимать твердосплавной насадкой с зеленой насечкой. Затем будем работать насадкой цилиндр. Снимаем толщину ногтевой пластины на скорости 25 тысяч оборотов. Обратите внимание, у Оли левша, поэтому она выполняет движение слева направо. Если вы правша, то у вас будут движения противоположные справа налево. Затем берем насадку маленький шарик и выпиливаем натуральный ноготь по границе. Нельзя оставлять белых участков или отошедших, нужно убрать по границе под 90 градусов. При помощи кусачек глазок убираем отошедшую часть. Конечно, при таких процедурах необходимо работать в контакте с клиентом, смотреть на его реакцию, чтобы также не было больно. Маленький шарик удобен тем, что можно залезть даже в труднодоступные места. Теперь насадкой цилиндр приподнимаем кутикулу и обрабатываем ногтевую пластину. Также можно пройтись по бортику, формируя его четкую границу. В работе используется аппарат со спреем. Благодаря воде поверхность не так сильно нагревается и клиенту не так неприятно. Поэтому видим, что у нас стружка, пыль не разлетаются, а превращаются в такую кашицу. Для обработки боковых пазух можно использовать насадку конус с тупым носиком. Он не заходит глубоко под кутикулу, не раскрывает какой-то огромный карман, просто аккуратненько обрабатывает птериги и место в боковых пазухах. Наносим размягчающую пенку, либо ремувер и подчищаем, убираем всю оставшуюся пыль. Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Переходим к обработке второго ногтя. Работаем по такому же принципу. Маленьким шариком работаем по границе. Глазками, кусачками убираем отошедший участок и зачищаем оставшийся маленьким шариком. Поверхность и кутикулу обрабатываем цилиндром с красной насечкой и формируем четкий бортик. При помощи кюретки подчищаем остатки птериги в зоне кутикулы и боковых пазухах. При помощи такого набора будем делать протезирование. Также в работе понадобится ультрафиолетовая лампа. Такая лампа для Оли просто более удобна, можно использовать и другую. Первым этапом обезжиривают ногтевую пластину специальным препаратом с антисептическими свойствами и наносят при помощи микробраша праймер на всю ногтевую пластину, не дублируя одно и то же место. Где-то 2 минуты даем подсохнуть на воздухе. Просушиваем каждую часть ногтя. Накладываем жидкотекучую массу, немного заходя на ноготь в полость. Выкладывать будут в 3 этапа. Обратите внимание, для протезирования не используются стандартные моделирующие материалы. Ни гель, ни акригель, а только специальные препараты. И, конечно, это должен уже производить специально обученный человек, подолог, который регулярно работает с такими случаями.
И этот материал является медицинским протезом, и нет задачи выложить какую-то идеальную форму, квадрат и так далее. Помимо этого, на свободном крае нельзя делать большой объем материала, то есть выкладываем материал более покато и просушиваем лампой. В палитру наливают моделировочную жидкость и при помощи шпателя набирают материал. Эта жидкость позволяет не прилипать к шпателю. Тут уже работа по принципу полигеля. Не создается толщина, не делается высокий подъем и растушевывается на натуральный ноготь. Просушивается лампой. По-моему, это такой завораживающий процесс создания ногтя, помощи модели. И на самом деле такие специалисты, подологи, мастера педикюра делают большую работу для клиентов. При помощи антисептика снимаем липкий слой и опиливаем. По боковым пазухам можно пройтись той же насадкой конус, а торец формируем при помощи того же цилиндра. Сделаем поверхность более ровной. И посмотрим на результат. Но я считаю преображение просто на 100%. Если вы также думаете, поставьте пальчик вверх этому видео, поддержите рубрику. Я желаю всем здоровых ногтей, всем успехов. Пока-пока.